Французская техника — это тяжелые танки без брони, барабанное заряжание и АМХ-40. Все они похожи на смесь лягушки с уткой. В отличие от родни, АМХ-CDC выглядит нормально. Но вот вопрос, что скрывается под этой внешностью? Первое, что хочется сделать с АМХ-CDC — погладить. Он весь такой обтекаемый, футуристичный и наверняка приятный на ощупь. Восторг утихает, когда рядом с ним появляется какой-нибудь другой танк. И ты понимаешь, что АМХ-CDC огромный. Вот ИС-4, а это АМХ. Какой из этих танков тяжелый? Многие скажут: да ладно. В конце концов, он меньше Мауса, меньше замка на Химмельсдорфе и спокойно помещается на Малиновке. Но это средний танк. Он должен быть меньше тяжелого. Так принято. Наверное, не только в Техасе все большое. Во Франции тоже. А еще изящное. Только так можно объяснить, почему у этого танка 30 миллиметров во лбу и по 20 во всех остальных местах. Его пробивают машины того же уровня. Уровнем ниже, 2 уровнями ниже. Да вообще все. Они загрызли его. Возникает вопрос: кому нужен такой танк, который могут легко разобрать несколько МС-1? Конечно, никому. И на самом деле АМХ-CDC не такой. В реальной схватке он бы уехал и спокойно расстрелял эту мелочь с дальней дистанции. У этого танка просто бешеная динамика. Двигатель в 1200 лошадиных сил, как у Е-100, стоит на машине массой всего 34 тонны. В результате имеем аппарат с самой большой удельной мощностью в игре. По документам АМХ-CDC может разогнаться до 57 км в час. Но у ИС-7 в паспорте тоже много чего написано. АМХ-CDC хорошо рвет с места. 50 километров набирает всего за 5 секунд. Быстрее, чем Батшап. Уже через 7 секунд этот французский сарай развивает максимальную скорость и отлично ее держит. По прямой он играюще обходит средние танки. Его обгоняют только легкие машины. Но когда надо ехать в гору, он сокращает разрыв. Удивительно, АМХ почти не теряет скорость, когда карабкается наверх. Итак, среди средних танков у АМХ-CDC единственный соперник по скорости — Батшап, остальные без шансов. В плане подъема в гору с ним не сравнится вообще никто. Ни один танк, даже легкий. Это настоящий царь горы World of Tanks. С такой динамикой АМХ-CDC мог бы быть очень любопытной машиной для избранных, которые свысока смотрели бы на тех, кто не смог. Все портит его хорошая пушка. Из-за нее танк рискует стать очередной попсовой машиной, заполонившей все бои. Давайте рассмотрим пушку поближе. Поиск объекта. Анализ. Объект совпадает. Мне нужно твое орудие, стабилизатор и маскировочная сеть.
Это почти то же орудие, что стоит на ФЦМ-50Т, тяжелом танке. Если в цифрах 240 единиц урона за выстрел, 212 мм бронепробиваемости, чуть лучше точность и скорострельность. Итого, ствол в тройке самых лучших пушек средних танков на этом уровне. Ее скорострельность играет на руку, когда надо сбить гусеницу или кого-нибудь поджечь. Особенно поджечь. После хороших слов об орудии AMX CDC хочется сказать о его недостатках. Их нет. Вы посмотрите на углы склонения. Наводчик, не выходя из танка, может понюхать ромашку. Танку очень удобно воевать на холмах. Он ведет себя как суслик. Быстро высунулся, выстрелил, спрятался. Я здесь, нет здесь. Сюда смотри, торчит только голова. Нежное тело никогда не показывается из норки. AMX CDC провоцирует. Его динамика так и манит уехать вдаль, дать по газам, втопить. Зов такой сильный, что из-за него многие не слышат отчаянный крик брони. Нет! Никогда в начале боя он не должен нестись в первых рядах, потому что будет как тогда. То, что с ним делают фугасы, вообще нельзя показывать, потому что могут увидеть дети. Тактика AMX CDC, Доктор Беннер и Мистер Халк. Первую половину боя интеллигентный доктор сидит за спинами товарищей. Высовывается мало, стреляет метко. Не очень эффектно, зато эффективно. Когда танков становится меньше и появляется пространство для маневра, на поле выходит кровожадный Халк. Он терзает одинокие танки, неожиданно появляется с тыла, с фланга, ведет себя вызывающе и нагло. AMX CDC — это танк-гусар. Быстрый, легкий, с хорошим дизайном. С ним легко расправиться, если зажать в угол. Но ты попробуй такого поймай. Для него полкарты не крюк, он наносит удар, противник хочет ответить, а никого нет. Бой AMX CDC — это постоянное движение. Если хотите играть как-то по-другому, лучше возьмите ПТ или танк с толстой броней. Не надо осквернять эту машину, созданную летать. А еще у него 2 лома на броне. Такое есть только у 3 танков в игре.